Remember when love was all that mattered? I do. Remember how I used to make you love until it hurt. Now those memories feel like thorns on a bush, a rose I can no longer touch. They're just another scar placed on my heart, a sign that we are made to be apart. And even though you might not be the one, I'm gonna miss you daily. We fought so hard, we dragged us down, and basically watched how we had drowned. And even though I know you're not the one, I'm gonna miss you. Как играть в Rocket League как Куксир? Куксир, возможно, лучший игрок всех времен. Он также один из самых уникальных игроков. Он оригинален, и даже порой кажется, что он играет даже не в ту игру, что и все остальные. У меня было желание посмотреть на стиль игры Куксира. Надеюсь, что вы извлечете данного ролика что-нибудь полезное, как я извлек из демок Куксира. Давайте начнем с обсуждения настроек камеры. Куксир очень любит менять их, и мне кажется, что он просто ищет идеальные настройки для себя. О чем он написал в своей теме на Reddit, которую я оставил в описании под данным видео. Так как его настройки камеры часто меняются, найти самые свежие почти невозможно. Я поставил одни из последних настроек камеры Куксира, и, честно говоря, они крайне неудобны для меня, но их я также оставил в описании. Я думаю, что многие про-игроки ставят такие камеры для моментов 50 на 50, но так как в обычном ранкеде таких моментов меньше, то скорее всего они будут неудобны для вас. Сейчас давайте поговорим о машинах Куксира. Они крайне не уникальны. Он предпочитает использовать плоские машины. Он писал об этом несколько раз. Более высокие автомобили дают вам преимущество на земле, но они менее креативны в воздухе и не позволяют сделать таких вещей, как плоские машины. Для него это наиболее важно. Я не собираюсь заставить вас играть на Бэтмобиле, но я скажу, что плоские автомобили определенно стоит попробовать. Особенно если вы играете в 2 на 2 или 3 на 3. Хотите посмотреть, как Куксир играет 1 на 1 не только потому, что он один из лучших игроков в мире, а также потому, что у него действительно уникальный стиль игры? В основе стратегии 1 на 1 Куксира – защита. Ему нравится, когда соперники подходят к нему, и он забивает большинство своих голов, преимущественно на контратаках. Для него это не составляет труда, потому что он играет с невероятным спокойствием, и его скорости реакции можно позавидовать. Как и большинство игроков про уровня, Куксир любит заставлять своих противников обороняться, и почти всегда ждет, пока его соперник уйдет в оборону. Если ваш соперник не может невероятно быстро действовать, вы должны быть в состоянии подождать и сделать сейв. В атаке у Куксира лучше всего получаются флики и павершоты. Он не пытается играть очень быстро и тратить буст понапрасну. Смотря игры, создается впечатление, что Куксир великолепен в атаке, но на самом деле это не так. Он сосредотачивается на обороне, из-за этого у него появляются интересные моменты, которые он отлично реализовывает. Он просто играет очень спокойно и уверенно. Это наилучшие слова для описания его игры. Он почти никогда не идет в стыки, если не уверен, что он в них победит, а просто ждет ошибки соперника, чтобы наказать его. И чаще всего это выглядит довольно скучно, но также ему нравится делать эйр-дриблы с земли, фейки в воздухе. Он любит ехать за мячом, а потом просто ударить около соперника. Это действительно эффективно против людей, которые не очень хороши в защите. Ну, например, как скраб килла. Опять-таки, это снова один из тех ходов, которые требуют спокойствия и терпеливости.
Также вы должны научиться смотреть одновременно за мячом и за противником. В одном из прошлых роликов я говорил, что практически все можно сделать с 30-40 бустом. Конечно, я не говорю, что вы должны играть именно так, но я определенно думаю, что есть некоторые вещи, которые стоит повзаимствовать у Куксира. Сейчас давайте поговорим о его стиле игры в команде. Я скачал и посмотрел много игр Flipside от лица Куксира. Вы должны обязательно посмотреть хотя бы пару игр, если у вас есть время. Одной из сильных черт Куксира является его игра в воздухе. В этом ему нет равных. В описании я оставил 2 тренировки, которые предназначены для аэриалов. Это великолепное место, чтобы отточить свои навыки игры в воздухе. В играх 2 на 2 и 3 на 3 Куксир с тиммейтами любит делать короткие пасы. Это один из тех навыков, которые требуют большого контроля. Проигроки думают о том, как и куда ударить мяч. Они просто лупят по нему в надежде забить, как многие игроки из ранкеда. Конечно, в некоторых моментах это единственно правильный вариант. Но чаще всего нужно играть через пас. Играя так, легче вернуться в защиту или сделать контратаку. Из игр Куксира мы можем извлечь его умение позиционирования, ротации. Он отлично понимает, где он должен находиться в данный момент, чтобы быть наиболее полезным. Обычно игроки в Rocket League чаще всего над этим не заморачиваются и просто находятся где попало. Так вот, это очень важный навык, которому необходимо научиться. Когда Куксир знает, что его команда страхует его сзади, у него нет необходимости осторожничать, потому что он доверяет своим товарищам по команде. Ну и в конце концов, найдите хороших тиммейтов. И огромное спасибо вам за просмотр этого видео. Я старался над ним около месяца и надеюсь, что заслужил лайка. Всем пока.